Этот пирог универсальный, его можно готовить самыми разными начинками. Сегодня у меня вишня, но вы можете взять любые ягоды или фрукты, которые любите, или которые есть под рукой. Для приготовления теста можно использовать любой миксер, я делаю в стационарном и спокойно можно обойтись обычным ручным. Сначала взбиваю сливочное масло и сахар. Масса должна стать более светлой и пышной. Все продукты для теста желательно заранее достать из холодильника и немного согреть до комнатной температуры. Так ингредиенты лучше соединятся между собой и тесто получится более однородным. Теперь добавляю 2 желтка и продолжаю взбивать. Белок от одного яйца пока откладываю. Он понадобится позже, чтобы смазать пирог перед выпеканием. Также добавляю щепотку соли, немного ванильного экстракта и сметану. По желанию сюда можно добавить цедру лимона или апельсина. Пока ингредиенты перемешиваются до однородности, отдельно соединяю муку, соду и разрыхлитель. А еще я решила добавить немного махлеби. Это ароматная специя из семян дикой вишни. У нее очень интересный миндально-вишневый аромат. Поэтому именно в этом пироге с вишней она будет как нельзя кстати. Но это совершенно не обязательный ингредиент. Без нее пирог тоже получится вкусным. Сухие ингредиенты добавляю к масляной смеси и быстро объединяю все в тесто. Долго вымешивать не нужно. У меня здесь было 350 грамм муки, тесто получилось слишком влажным, поэтому я добавила еще примерно 3-4 столовые ложки муки. Больше добавлять не стала, чтобы готовый пирог не получился сухим и слишком плотным. Готовое тесто сразу разделяю на 2 примерно одинаковые части, потому что позже нам нужно будет раскатать их на 2 отдельных пласта. Один для основы пирога, а второй, чтобы накрыть начинку сверху. Каждую часть формирую в плоскую лепешку. Именно лепешку, а не в шарик. После охлаждения такую заготовку будет намного проще и быстрее раскатать. Тесто довольно мягкое и липкое, поэтому мне удобнее положить каждую часть в отдельный обычный пакет. Можно, конечно, использовать пищевую пленку. Теперь убираю тесто в холодильник на несколько часов, чтобы масло хорошо охладилось и само тесто стало более плотным и удобным в работе. Пока тесто охлаждается, подготавливаю начинку. Я использую свежую вишню. Изначально беру примерно 650-700 граммов ягод, а затем удаляю из них косточки. После удаления косточек как раз получается необходимое количество вишни для начинки. И я уже говорила в начале, начинка может быть совершенно из любых сезонных фруктов и ягод. Подготовленную вишню смешиваю с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Крахмал свяжет часть сока, который ягоды выделят во время выпекания, и начинка не будет слишком жидкой. Если будете готовить с персиками, с абрикосами и с любыми другими фруктами, то поступайте так же. Охлажденное тесто раскатываю в 2 пласта толщиной примерно 5 мм, можно чуть больше. Я буду ориентироваться на противень, прикладывать его к противню и смотреть, нужно ли мне докатать его или нет. Удобнее всего раскатывать тесто между 2 листами силиконизированного пергамента. Для этого пирога можно использовать прямоугольную форму размером примерно с половину стандартного противня, а можно обойтись и без формы, как я. На нижний пласт теста равномерно выкладываю подготовленную свежую вишню. Начинку желательно дополнительно еще перемешать, потому что крахмал окажется просто на дне. И сверху слегка поливаю вишню выделившимся соком. Теперь накрываю начинку 2 пластом теста и аккуратно соединяю края. Сверху смазываю пирог слегка взбитым белком. Благодаря этому после выпекания поверхность получится более румяной и красивой. И обязательно делаю сверху проколы вилкой, через них будет выходить пар. И верхний пласт теста не станет сильно вздуваться. Отправляю пирог в заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 30-35 минут. Я еще кладу на противень форму для кекса, для того, чтобы тесто у меня слишком не расползалось по длине. Придумала себе такой лайфхак. Точное время выпечки будет зависеть от вашей духовки, размера формы и толщины теста. Ориентируйтесь прежде всего на внешний вид. Пирог должен хорошо подрумяниться сверху и по краям. После духовки обязательно дайте пирогу полностью остыть. В горячем виде начинка еще достаточно жидкая, а после остывания она стабилизируется и пирог будет легче нарезать. Получается очень ароматный, нежный и очень вкусный пирог с большим количеством вишневой начинки. Обязательно попробуйте. Экспериментируйте с другими фруктами и ягодами. Поверьте, вы влюбитесь в это тесто, и этот пирог пополнит коллекцию ваших любимых рецептов.
Если вам понравился этот рецепт, поддержите видео лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.